Вот, вот забор, видно здесь, видно. Колючая проволока. Это старый въезд в город. После того, как поставили КПП на въезде со станции, то все машины начали направлять на это КПП. Да, это вот совершенно свежая Припять. Сейчас все заросло здесь, деревья. Прямо подступили к окнам. Кустарники растут прямо на балконах. Да, видно, торопились, когда ехали. Боялись большой дозы, которую могли получить. Угу. Народ и партии едины. Вот в гостиницу приехали. Да. Торговый центр. Все исключительно свежо. Город еще не разграблен и представляет собой не то состояние, которое сейчас. Сейчас удручающая картина. Это вот общежитие. Проехали. Здесь проживало около 52 тысяч жителей. Площадь города 450 га. Квартир было с общежитиями 15 700, а без общежитий 14 570. Ага, вот здесь вот на УАЗике, на армейском, энергоремонт. Причем резко так. Откуда вы? Кто вы? Я из Москвы. МПО «Энергия». Рогачев Анатолий Андреевич, радиометрист. Занимаюсь проверкой радиационной обстановки города Припять. Резервист он. Ну как я нахожу, Выставил. что, по-моему, скоро его отмоют. Скоро люди здесь будут жить. А чем вот, что это у вас за прибор? Ну это дозиметрический прибор, который мы промеряем фон, какое здесь излучение радиоактивное осталось. А мы использовали ДП-5. И то у нас зашкаливали, были моменты. 250 рентген в час для нас нормально было. Ну еще что вам сказать. Город должен жить. Красивый город. Вот я сейчас смотрю напротив стадиона. Да. Я тоже давал такую рекламу белорусскому телевидению о том, что в Припяти будут жить когда-то люди. А вот уже прошло 30 лет, как там людским духом даже и не пахнет, кроме милицейского. Здесь должны дети играть, взрослые. Ну еще что сказать. Вот сейчас интересно померить. Ну, наверное, 50 микрорентген тут есть. Раз в 5 больше, чем в Киеве. 50 микрорентген в час. В Киеве до 15, до 20 микрорентген в час. Не привык я интервью давать. Ничего, вы скажите, вот, пожалуйста, ваша жена знает, где вы? Знаю. Ну, как вы думаете, волнуется? Конечно, волнуется. И дочка волнуется, и внук волнуется. Ну, что ж сделать? Надо так надо. Ну, а вы когда сюда ехали, вы боялись, вот так честно? Да по-честному. Я в этой области уже 25 лет работаю. Людям надо помогать, надо. Это резервист, водитель-резервист. Судя по респиратору, такие респираторы были только в армии. Резервист был призван
в ряды советской армии через военкомат. Отказаться он не мог, Ну а вы когда сюда ехали, вы боялись? как правило, поскольку было и стыдно, и в то же время законодательная база не позволяла. Ну, вы считаете, А вот этот радиометрист из НПО «Энергия», НПО «Энергия» все время занималась космосом. Поэтому радиометрист наверняка был квалифицированный специалист, и приехал он сюда явно не зря. ну вы считаете, это опасная работа? Ну как опасная? Всякая работа опасная. Ну, А в спасибо. какой-то работе всегда есть риск. В любой работе. Что у шофера, что у нас. Ну, без риска, по-моему, нигде нельзя. Спасибо большое. Пожалуйста. До свидания. До свидания. Во всяком случае, вот то, что он стоял, и то, что отвечал на вопросы, конечно, это дополнительная дозовая нагрузка. Ну, где-то полбэра набрал, наверное, в то время. Припять была очень грязной. Город вообще такой, наверное, в Советском Союзе был единственный. На 52 тысячи, 4 с лишним тысячи автомобилей. Это, считайте, что 10 человек, на 10 человек один автомобиль. Да плюс ко всему еще 3000, более 3000 мотоциклов, более 1000 лодок. Конечно, город сам по себе был очень хорошо обеспечен. Я думаю, что жители этого города тогда уже жили в коммунизме, который нам обещали построить в 80-е годы.